Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о енотах. А вы знаете, почему енот Полоскун и почему енот Полоскун так любит чистоту? А может и не любит? Где живет, что делает, что ест и на кого охотится? И охотится ли он вообще? Вот это-то мы и узнаем. Поехали! Еноты – это хищные млекопитающие, и они относятся к семейству енотовых. В роду этого семейства ученые выделяют следующие виды. Главный – это енот Полоскун, который разделяется на 22 подвида. Основа из них – это енот-ракоед, касумельский енот и гваделупский, о котором мы поговорим в дальнейшем. Длина туловища у этих животных достигает от 45 до 60 сантиметров. Масса различных видов варьируется от 2 до 12 килограмм, а у некоторых обжор и до 20. Телосложением енот похож на небольшую собаку или лису, однако его лапы отличаются более вытянутыми подушечками, которые слегка напоминают человеческие ладошки. Благодаря этой особенности, данное от природы строение конечностей позволяет зверьку обладать великолепной хваткой, что и позволяет тащить все, что видит енотовый глаз. Хвост у енота длинный, а вот мордочка наоборот слегка укорочена. Все виды этих млекопитающих имеют схожую серовато-бурую окраску. Ореол обитания всех видов енотов выглядит следующим образом. Еноты по основному месту жительства американцы, но однажды парочка енотов-полоскунов была завезена на Евразийский континент, но не Ноем и не в ковчеге, а как это не прозаично немцам, да еще и каким. Главный лесничий Третьего Рейха Герман Геринг приложил руку к их появлению в Германии, откуда они благополучно сбежали во время войны во Францию. А вот енот-ракоед вводится только на территории Центральной и Южной Америки. Касумельского и гваделупского енота можно встретить исключительно на ограниченных территориях Северной и Центральной Америки. Первые воспоминания об этих зверьках можно найти у Христофора Колумба. И еще с того времени ученые начали активно дискутировать, к какому именно виду принадлежат эти животные. Одни утверждали, что еноты – это собаки, другие – барсуки, третьи называли их кошками. Были предположения считать их медведями, и лишь несколько столетий спустя, в конце 18 века, им выделили специальный род енотов, что в переводе означает «похожий на собаку». Ученые, они и в Англии ученые. А еще еноты – дальние родственники медведей, а ближайшими собратьями енотов считаются насухи, какомисли и кинкажу. Чаще всего еноты живут в лесах, а особенно облюбовали окрестности водоемов. Хорошие адаптивные способности помогают им приспосабливаться к новой обстановке. Нередко енотов можно наблюдать на окраинах городов, и в парках у человека всегда можно что-нибудь стащить, и всегда есть чем поживиться. Ну что, поговорим о каждой особи отдельно. И первый, конечно же, енот-полоскун. Родиной енота-полоскуна считается Северная и Центральная Америка, откуда впоследствии они были завезены на территорию Евразии, как говорилось ранее. Благодаря своему умению быстро адаптироваться к окружающей среде, они довольно быстро распространились по континенту. В России чаще всего этот зверек встречается на Кавказе и Дальнем Востоке. Енот-полоскун, который живет в северных широтах, в отличие от южных собратьев, впадает в спячку. При этом перед тем, как уснуть, он буквально жиреет. Вес способен увеличиться в 2-3 раза и достигнуть 20 килограмм. Хорошо поел и сладко поспал. Отличительной особенностью шерсти енота является то, что на 90% состоит из очень густого подшерстка, основное предназначение которого – не дать животному замерзнуть в холодной воде. Лапки короткие, с настолько развитыми пальцами, что следы похожи на отпечаток человеческой ладони. На лапах у енота находятся тысячи осязательных рецепторов. С их помощью животное способно определить объект, даже несмотря на него. В воде действие рецепторов только усиливается. Может, поэтому у енотов такая любовь к полосканию? А есть енот-ракоед, который обитает в Центральной и Южной Америке. Мех енотов, независимо от вида, серо-бурого цвета, вместе с тем по длине он отличается. Вот как раз самый короткий у ракоеда. У остальных значительно длиннее и гуще. Несмотря на то, что еноты – это хищные животные, в действительности они всеядные, поскольку не брезгуют и растительной пищей. Весной и в начале лета он сидит на белковой диете, постоянно полоская в воде трупы лягушек, змей, ящериц, грызунов и даже птиц. Во второй половине лета и осенью он предпочитает перейти на травку, орешки и корешки. А вот касумельский енот, как и гваделупский, животное-эндемик. Это значит, что встречаются только в Северной
Южной или Центральной Америки и проживают на довольно-таки ограниченной территории. Их страшный дядька Геринг, наверное, не заметил. Хорошо это или плохо, решать вам. Несмотря на то, что животное это абсолютно не агрессивное, трусливым его однозначно не назовешь. Причем желание защитить себя зверьки проявляют уже в 3-месячном возрасте. В случае опасности они угрожающе рычат и даже кусаются. Если же напасть на взрослого енота, то обороняться он будет чрезвычайно активно. Рычать, кусать, царапаться. Если есть возможность избежать драки, он ею воспользуется. Увидев врага заранее, он постарается убежать, а если не получится, то он упадет на землю и притворится мертвым. Дерется он уже тогда, когда и этот прием не срабатывает. В ход тогда идут когти, зубы и природная изворотливость. Обычно дом енота находится недалеко от воды. Облюбовав для себя дупло в подходящем дереве, обычно размер диаметра входа в его новое жилище составляет от 12 до 20 сантиметров и располагается в 30 сантиметрах от земли. Обнаружить дом енота нетрудно. Кора на стволе такого дерева очень сильно поцарапана, и на ней можно заметить немало шерстинок. Кроме основного места обитания, енот на всякий случай имеет еще несколько убежищ, но спать предпочитает все-таки в главном. Если подходящего дупла поблизости не оказывается, он вполне способен поселиться в расщелине между камнями, между поваленными стволами деревьев и даже в куче хвороста. А может и залезть под землю, отыскав подходящую покинутую нору, например, барсуков, поскольку самостоятельно рыть их еноты не умеют или просто не хотят. Енот чрезвычайно легко адаптируется, поэтому нередко дом енота располагается возле какого-нибудь человеческого населенного пункта, в плодовых садах или даже в парке. Конечно, если там им придется по душе. При этом, облюбовав территорию, он редко когда удаляется от нее более чем на 1,5 километра. И то, для этого нужны очень веские причины. Например, енотовая принцесса, ну или кормежка получше. Продолжительность самой спячки зависит от продолжительности холодов. Дольше всего спят канадские еноты, около 4-5 месяцев, тогда как на юге Северной Америки полоскуны не спят вообще. В конце февраля, начале марта енот-самец чувствует, что пришла пора заводить потомство и отправляется искать себе подруг. Это чуть ли не единственная причина, способная заставить его уйти со своего участка. Самку, готовую к спариванию, он обнаруживает по запаху. При этом процедура его ухаживания достаточно коротка. Пришел, увидел, победил. После спаривания самец покидает самку и сразу же отправляется на поиски других. Самка остается одна и вынашивает детенышей, перед рождением которых становится чрезвычайно агрессивной, прогоняя абсолютно всех сородичей, что в это время оказывается поблизости. Беременность длится 60 дней. Рожает самка в своем логове. На свет появляется от 2 до 5 малышей. При этом замечено, что северные еноты более плодовиты, чем их южные сородичи. Детеныши этих зверьков рождаются слепыми и глухими, а вес их не превышает 75 грамм. Первую твердую пищу енотики начинают пробовать не раньше 9-й недели, когда подрастают молочные зубы. Расти они начинают, когда им исполняется месяц. Зато нору покидать начинают немного раньше, под внимательным материнским надзором. С матерью малыши общаются при помощи звуков, посвистывают или пронзительно кричат, в зависимости от того, что им нужно – молока или ласки. Мать, в свою очередь, также много общается с малышней посредством ворчания и урчания. Чем старше становятся маленькие еноты, тем меньше и тише они высказываются, а потом, покинув мать и войдя в самостоятельную жизнь, а это происходит довольно быстро, осенью или зимой, используют звуки лишь для того, чтобы найти и пообщаться с сородичами. Енот-полоскун входит во взрослую жизнь достаточно рано, а именно в возрасте 4-5 месяцев. Единственными местами, где вряд ли можно встретить дом енота, являются хвойные леса, а также места, где мало водоемов. Также не любят эти животные регионы с очень суровыми зимами. А вот гваделупский вид енотов считается вымирающим. Весной и в начале лета енот предпочитает употреблять животную пищу. Для этого он, спустившись с деревьев в поисках еды, передвигается медленно, часто останавливаясь и выискивая на земле что-либо съедобное. На живых мелких существ реагирует мгновенно. Сделав несколько прыжков и догнав жертву, он хватает добычу и с аппетитом поедает, урча и чавкая при этом. Во время засухи, когда их основная пища, лягушки и раки, встречаются редко, еноты не брезгуют мышевидными грызунами, жуками, способны поймать и съесть змею, собирают птичьи яйца, едят птенцов, могут залезть и в курятник. В воде этот зверек охотится несколько иначе, поскольку разглядеть или учуять добычу в темноте очень даже непросто, можно даже сказать проблематично. Поэтому охота происходит следующим образом. Енот опускает в воду лапы и водит ими по дну, обследуя не только грунт, но и коряги. В конце концов, его сверхчувствительные
указательные пальцы наталкивают на добычу и моментально хватают ее, споласкивая при этом. Особенно тщательно это делают еноты-полоскуны. Они не только моют добычу, но и определяют ее точные свойства. В воде его пальцы намного чувствительнее, чем снаружи, поэтому помогает ему точно определить, съедобна ли добыча и готова ли к употреблению. Например, если еноту удается поймать рака или краба, он, вытаскивая улов из воды, со всей силы бьет его об камни, после чего снова опускает в воду, чтобы определить, жива добыча или нет. А еще еноты прекрасно лазают по деревьям и могут без особых усилий повиснуть на ветке. При этом ступни их задних лапок поворачиваются почти на 180 градусов. Еноты одни из немногих млекопитающих, которые способны спускаться с высоты вниз головой. Еноты – животные сами по себе очень здоровые, разные болезни к ним почти не цепляются, и при благоприятных условиях они вполне способны прожить от 12 до 20 лет. Несмотря на все свое дружелюбие, еноты предпочитают вести одинокий образ жизни. Единственное исключение составляет зимний период, когда они впадают в спячку. В этом случае в одном убежище нередко засыпают сразу несколько особей. В конце лета и начале осени этот зверек отдает предпочтение растительной пище, в основном ягодам, фруктам, орехам, желудям. Поскольку еноты не избегают наведываться в поселение человека, они часто бывают в садах, огородах и полях. Если в той или иной год фрукты и ягоды дали плохой урожай, они не побрезгуют и зерновыми. В поисках чего-нибудь вкусненького они вполне способны порыться и на мусорке, считая человека не очень смышленым, который выкидывает столько вкуснотищи. Благодаря прекрасному ночному зрению енот уверенно передвигается даже в полной темноте. Так все же, почему енот полоскун-полоскун? А вот почему. Енот, полоща свою добычу в воде, немного ее притапливает, если это, конечно, животинка. Он же всеяден и фактически заполаскивает ее до смерти. К примеру, найдя грызуна, енот относит тушку к воде и начинает вымачивать ее, чтобы проверить, готов ли он к употреблению. Под водой грызун обязательно выдает свое притворство. Этот момент как раз и является веской причиной полоскания еды. К тому же еноты обычно добывают пищу на берегу водоема. Пойманная дичь часто оказывается испачканной в песке и грязи. Чтобы отделить еду от неприятных примесей, енот прополаскивает ее. Вот такой себе чистюля. Кстати, еноты на сухе такой фигней не занимаются, потому что они древесные еноты. Ну а теперь о том, что вас ждет, если вы заведете этого пушистого полоскуна-душегуба дома. По своему характеру еноты чрезвычайно миролюбивы и дружелюбны, активны и любознательны, находчивы и обладают довольно достаточным уровнем интеллекта. Они вполне способны учиться и помнить решения той или иной задачи на протяжении 3 лет. Но в первую очередь следует помнить, что енот ночное животное, и даже если он рожден в неволе, инстинкты берут свое. Поэтому не удивляйтесь, когда на утро увидите дом вверх дном и мирно спящего енота посреди этого хаоса. В Северной Америке известно огромное количество случаев, когда дикий енот забирался в дом, опустошал содержимое кухонных шкафов и забирался спать в кровать к хозяевам дома или их детям. Можно легко представить реакцию людей, которые просыпались утром и находили такой приятный сюрприз. И дикие, и домашние еноты обожают людей. В этом нет ничего удивительного, ведь у нас так много еды. Почему, непонятно, еноты только могут догадываться. А с помощью своих волшебных ручек они с легкостью открывают банки, бутылки, шкафы, водопроводные краны и двери. Особенно им нравится открывать краны с водой. Еноты весьма умные, хитрые и мстительные существа. Их IQ немного ниже, чем у обезьяны, что помогает им решать простые задачи. Они предпочтут убежать с поля боя, но вернуться и отомстить. Так что спать вы будете очень чутко после того, как заведете дома этого разбойника. А вы хотели бы енота-полоскуна дома? Пишите в комментах. И спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.